Дорогие мои зрители, меня зовут Полина. Скажите, а вы были в Париже? Вот и я. Не была, но опять хочу. Хочется чего-то романтичного, нежного, воздушного, с налетом старины, легким флером ностальгии. Идеально, конечно, стиль шеби-шик. Но у меня ни шеби и ни шик, будем считать, вольная фантазия художника. А навеяли мне это настроение кухонные полотенца, которые я увидел на сайте интернет-магазина «Любимый Василек». Конечно же, мне Миша помогал, ваш любимчик. В общем, как в том анекдоте, когда муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги к жене. Что это такое? А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы – это на твою зарплату? Я спрашиваю, что это такое? А квартира, машина на твою зарплату? Что это такое? А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность? Я последний раз спрашиваю, почему кормилец босиком стоит? Все, о сыне позаботилась, носки у него есть. И футболки тоже. Жил Адам в раю на древе, прятался от всех в кусты. Догадалась, кстати, Ева подарить ему трусы. Ну и себе, родимой, тоже обновки. Выйду в поле голая, пусть сожрет медведь. Все равно мне, бедненькой, нечего надеть. Все это ерунда по сравнению с мировой революцией. Ткани в студию, льняные полотенца называются птицы счастья. Синяя птица счастья не должна обладать особой красотой. Она должна качественно распугивать неприятности. В общем, в голове куча проектов. Ткани заказала самые разные. Ну все, с посылкой разобралась. Дайте же мне что-нибудь порезать в конце-то концов. Вот они, эти замечательные полотенца, Эйфелева башня и роман. Подобрала к ним ткани-компаньоны, как на душу легло, и немного кружев. У полотенец распарываем швы, выбираем нужный фрагмент. Я решила сделать размер деталей 21 на 21 сантиметр. Парень желает познакомиться с понравившейся девушкой. Скажите, вы были в Париже? Нет. А в Лондоне? Нет. А в Риме? Нет. А у нас с вами, оказывается, много общего. Подготовленные квадраты надо соединить. Ну что, красотка Юника из рода эффектив, поработаем? Сшивать детали буду за пошивочным швом. Квадраты складываем лицом к лицу, но верхнюю часть укладываем, отступив 6 мм от края. Прокладываем строчку. Абрам, где ты достал себе такой костюм? В Париже. А это далеко от Бердичева. Ну, примерно 2000 километров будет. Подумать только, такая глушь, а так хорошо шьют. Сшитые детали разворачиваем и выступающую ткань подворачиваем и прокладываем вторую строчку. Таким образом, у нас все швы запакованы, ничего не сыпется. Такие швы применяют при пошиве постельного белья. Эх, дурака работа любит и дурак работе рад. После того, как соединили по две детали, таким же пошивочным швом сшиваем все полотно. Добавим немного декора. У меня есть кружево. Заказывала его на Алиэкспресс. Там целые наборы. Кружево пришиваем простой строчкой сверху. Нитки светло-бежевые, их незаметно. С центральной частью я еще поработаю, а сейчас займемся краями. Из темной ткани с цветами яблони выкроила полоски шириной 7 сантиметров. Ими будем увеличивать размер сверху и снизу. Шьем также за пошивочным швом, двумя строчками. Соединение получается чистенькое, нитки не торчат. Двое русских в Париже зашли в ресторан. Официант подает меню. Все на французском.
Первый делает заказ. Ля мясо, ля вино, ля салат, ля... Официант быстро все принес. Мужик приятелю. Ну как мой французский? Чтоб ты без меня ел? Да чтоб вы оба ели, если б я был не из Питера, говорит официант. Из темной ткани выкроила заднюю и боковую части вместе. Размер ткани позволяет это сделать, а лишних швов не хочется. Готовимся сшивать нашу наволочку. Вы видите, я добавила декоративный элемент, вязаную крючком салфетку. Всю заготовку складываем по нужным нам размерам, так как для пошива наволочки. На клапан оставляем примерно 25 или 30 сантиметров. Клапан заправляем внутрь и сшиваем наволочку. По лицевой стороне прокладываем строчку. После этого наволочку надо вывернуть и тщательно расправить все швы и все углы. А теперь, внимание, небольшая хитрость. Перед тем, как шить дальше, деталь клапана надо вывернуть на другую сторону. Все швы надо подтянуть и пройтись по ними пальчиками, немножко прокатать, а уже после этого проложить строчку. Вывернем полученную наволочку. Все швы у нас красивые. Почему, когда поют французские шансонье, воображается Франция, Париж, а вот когда поют наши, то перед глазами Магадан и Воркута. При желании можно добавить еще декора. Эту салфетку, которую вы видите, больше 30 лет назад вязала моя мама. Еще я пришила кружевную бабочку. Как-то в комментариях мне написали: скажите, как преодолеть страх и начать шить? Ответ простой: начать шить. Помните, твои ошибки – твоя сила. На кривых корнях деревья стоят крепче. Творчество должно приносить удовольствие, и лучше творить, чем вытворять. В общем, как в том анекдоте, когда во время полета стюардесса произносит: «Наш экипаж прощается с вами и желает вам счастливого пути». Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, заходите почаще. Не пошьем, так посмеемся. С вами была Полина. Пока-пока и до скорых встреч!